Вы же знаете, что я постоянно ищу альтернативу для магазинной колбасы. И сегодня один из лучших рецептов, из лучших идей. Такую закуску я готовлю очень часто для своей семьи, просто так для перекуса, но и, конечно же, она шикарно смотрится на праздничном столе на мясной нарезке. Готовится все просто, но получается очень и очень вкусно. Рекомендую, друзья. Начинаем с приготовления блинов. Берем яйца, добавляю сюда перец, майонез, можно заменить, кстати, на сметану, и это все взбиваю вместе. Соль я не добавляю. Отправляю сюда натертый твердый сыр и все хорошо перемешиваю. Жарю обычные блинчики, на один блин у меня уходит такой хороший паломник вот этой вот массы. Распределяю на хорошо раскаленной сковороде, я ее ничем не смазываю и жарю на медленном огне до тех пор, пока он станет не липким с одной стороны. И вот таким образом в итоге я приготовила 6 блинов. Дальше подготовим грибы. Конечно же, можно этот рулет делать и без грибов, но мне шампиньонами на праздничный стол смотрится более интересно. Я обжарила до золотистого цвета мелко нарезанный лук на небольшом количестве масла. Добавляю сюда шампиньоны, также нарезала небольшим кубиком. Посолю все по вкусу и обжарю до золотистого цвета. Все, даем грибам остыть. За то время я перемолола фарш, у меня здесь куриная грудка и свинина. Из курицы тоже получается очень вкусно, если использовать только курицу. Добавила перец, смесь приправ к мясу, ну и, конечно же, соль. Я обычно для таких мясных заготовок на 1 кг мяса использую 20 грамм соли. Все хорошо перемешала и фарш готов. Смотрите, друзья, что я делаю дальше. У меня есть вот такая вот жировая сетка. В принципе, ее можно купить и в мясном павильоне, она продается и стоит совсем копейки. Конечно же, у меня есть это домашнее, но если у вас нет такой сетки, этот рулет можно свернуть просто с помощью пищевой пленки. Я эту сетку добавляю, так получается и вкуснее, и проще, конечно же, работать с таким рулетом. Поверх фарша выкладываем блины и сворачиваем плотно рулет. Благодаря этой сетке рулет получается плотнее, ну и, конечно же, сочнее. И с этой пропорцией у меня получилось 2 небольших рулета. Я специально делала один большой, второй поменьше, чтобы вам показать, как это смотрится в разрезе. Вообще, это блюдо можно делать как и горячее блюдо подавать, как основное, но я все же предпочитаю готовить как холодную закуску. Каждый рулетик обворачиваю в пергамент и с помощью нитки все уплотняю. Видите, какая плотная колбаска в итоге у меня получилась. Все, фактически моя колбаса готова. Отправляю на противень и в духовку, вначале разогретую до 220 градусов на 10 минут. Дальше выпекаю при 160 градусов еще полчаса. Снимаю маленький рулет и большой рулет отправляю в духовку еще на 10 минут. Дальше это все ставлю под гнет и даю полностью остыть. Посмотрите, друзья, на утро. Какая красота в итоге у меня получилась. Я вообще стараюсь такие заготовки делать с вечера. Они застынут хорошо, 2-3 часика еще в холодильнике, и все красиво, просто, очень вкусно. Рекомендую, друзья, попробовать приготовить такую закуску. Поверьте, на праздничном столе она разлетится просто на ура. Ну и просто так для перекуса это то, что нужно. Моя семья просто обожает, и я стараюсь часто готовить что-то в таком роде. Ну а я же, друзья, буду надеяться, что такой рецепт и видео вам понравилось. Если же так, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать на колокольчик. До новых встреч всегда на канале Вкусно, просто и доступно. Готовьте с любовью и будьте здоровы. Пока-пока!